Глава 141. Приказ о бессмертном вознесении. Взглянув на этот талисман полета, темный человек и владелец ларька был заметно тронут. Его взгляд на Ханьли стал гораздо серьезнее. Ведь тот, кто обладает элементарным высококачественным талисманом, вряд ли мог быть никем. «Хорошо, я обменяю». Темный человек просто ответил. Да и кто бы не согласился на такое предложение. Однако, прежде чем мы обменяемся, я хочу попробовать то, что вы уже говорили раньше, будет ли этот разрушенный магический фрагмент сокровища препятствовать поглощению духовной ци из внешнего мира. Если это правда, то я сразу же обменяюсь. Если это неправда, я не буду рисковать. Когда брюнет услышал слова Ханьли, он был удивлен. Однако, после того, как он ясно услышать его просьбу, улыбнулся. Слова, которые я сказал о влиянии данного объекта, это все правда. Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы проверить его. Мужчина уверенно сказал. Когда Ханьли услышал это, он не церемонился. Он достал предмет, напоминающий кубок вина. Тогда он взял ткань и накрыл его. Не дожидаясь, пока кубок вина исчезнет, Ханьли протянул палец и создал белый шар духовной ци размером с фасоль. Он слегка опустил ее на ткани, в результате чего светящийся шар полностью исчез, как будто она его проглотила. Когда Ханьли увидел это, его лицо стало радостным. Он схватил ткань и убрал ее. Кубок вина появился, и шар света, что исчез мгновение назад, вытекал обратно. Неплохо. Брат не врал. Я хочу этот разрушенный магический фрагмент сокровища. Теперь этот талисман полета ваш. Ханьли взял ткань и положил ее в рукав. Затем он поклонился в сторону темного человека. Хорошо. Я очень рад. Когда темный человек услышал это, он был в хорошем расположении духа и наклонился, чтобы взять талисман полета. После того, как он торопливо посмотрел на него, чтобы убедиться в его подлинности, он улыбнулся. Ханьли тоже слегка улыбнулся и ничего не сказал. Он повернулся и протиснулся сквозь толпу. Однако, прежде чем он сделал несколько шагов, он услышал несколько замечаний из толпы. Этот человек глуп. Обменять такой высококачественный талисман на такой слабый элемент. Это верно. Этот фрагмент настолько мал, как использовать это. Он принципиально не стоит такого обмена. Не надо так говорить, может, у него есть умное применение для него. Когда Ханьли услышал это, он внутренне глумился. Как могли эти культиваторы знать, что этот объект имеет огромное значение для меня? Брат, пожалуйста, подождите. Подождите меня. Не успев уйти очень далеко, Ханьли услышал голос позади него, приближающийся к нему в спешке. Ханьли был слегка удивлен. Они могут орать на него. Он не мог не повернуть голову. Он увидел человека, который находился не слишком далеко, и бежал к нему со лбом, покрытым бисером пота, и крича. Неожиданно это оказался круглолицый юноша, который чуть было не навлек беду на себя. Ханьли моргнул несколько раз и потом перестал. Он с любопытством хотел знать, что хотел от него этот человек. «Брат, я наконец-то догнал вас». Юнец сказал, задыхаясь. «Этот брат имеет что-то на уме». Ханьли взглянул на него с сомнением. «Это для вас. Это благодарность за помощь старшего брата в неприятной ситуации». Юноша передал Ханьли буклет. И стыдливо побежал обратно. Ханьли был слегка удивлен, но сразу же улыбнулся. Это был такой простой и честный человек среди культиваторов. Это было очень неожиданно. Он не стал его догонять, вместо этого он взглянул на книгу в его руке. Записи Циньси было название книги. Это, казалось, не было магическим предметом. Ханьли просмотрел несколько страниц с интересом. Казалось, это журнал старшего культиватора, даосского мастера Циньси государства Юэ, который не занимался культивацией, а вместо этого занялся путешествиями по разным местам. В книге содержатся легенды с подробными примечаниями. Было также несколько страниц с соответствующими яркими и реалистичными рисунками. Хотя Ханьли просмотрел только несколько страниц, он был весьма заинтересован и спрятал буклет. После этого Ханьли ничем конкретным не занимался. Он немного скучал и вернулся в свою резиденцию. Внутри своей комнаты Ханьли лег на кровать и смотрел записи Циньси.
содержанием книги были личные впечатления и опыт мастера Цин Си и слухи. Однако, ни один из них не был странным. Там редко встречались необычные вопросы и секреты, которые кланы культиваторов никогда не рассказывают другим. Неизвестно, как мастер Цин Си узнал о них. Хань Ли прочитал с большим интересом. Однако, когда он достиг последней страницы буклета, там были чертежи 7 разных медальонов. В самом низу рисунков было несколько строк: «Приказ о бессмертном вознесении, созданный 7 великими сектами культиваторов государства Юэ». Эти талисманы были наградами для великих культиваторов. Пока один обладал командным медальоном, он был учеником секты и получал гранулы заложения фундамента. Тем не менее, этот объект всегда передается внутри секты. Обычные культиваторы не смогли бы увидеть их. В итоге эти изображения были просто нарисованы по слухам. В конце концов, мастер Цин Си использовал несколько символов, чтобы написать эти слова. Этим приказом можно обмениваться между кланами культиваторов. Этот приказ был выпущен очень давно. В результате кланы культиваторов узнали его, а остальные — нет. Пока кто-то обладал приказом, он мог сделать огромный шаг вперед в своей культивации. Это было поразительно. После того, как Хань Ли закончил читать пояснение ниже, он еще раз взглянул на 7 иллюстраций и почувствовал, как у него пересохло во рту. Его сердце интенсивно колотилось. Изначально, когда Хань Ли услышал слова «Великая бессмертная ассамблея Вознесения», он слабо провел ассоциацию со странным командным медальоном карлика. На одной стороне медальона было выбито 2 слова «Бессмертное Вознесение». Это заставило Хань Ли чувствовать, как будто эти 2 вещи имеют нечто общее. После того, как он слышал, как другие говорят о великих бессмертных ассамблеях Вознесения, он не услышал слов, относящихся к приказу о бессмертном Вознесении. Он считал это не более чем совпадением и оставил эти мысли. Однако он не ожидал, что в буклете он неожиданно получит информацию о происхождении объекта и верном использовании. Кроме того, функция этого приказа бессмертного Вознесения — это действительно здорово. Хань Ли становился все более и более возбужденным, быстрее вынимая черный медальон. После краткого сравнения его с иллюстрацией, он увидел похожий на него дизайн. Долина Желтого Клена — это приказ о бессмертном Вознесении был выдан долине Желтого Клена. Хань Ли пробурчал себе под нос, поглаживая командный медальон в руке. Однако, как же этот драгоценный элемент попал в руки скромного культиватора-монаха Золотого Света? Хань Ли засомневался. В том, что карлик был действительно предыдущим владельцем этого командного медальона, оказалось, что в знаменитом горном хребте Цинье, кроме клана Е, был также другой аналогичный клан, который проживал там, клан Цинь. Эти 2 клана очень хорошо ладили между собой. Этот приказ о бессмертном Вознесении был объектом, переданным от предков Цинь-клана. Однако они не использовали его, потому что Цинь-клан больше не мог найти гениального культиватора, который заслужил приказа. Поэтому они просто продолжали передавать, не желая тратить это сокровище без причины. Впрочем, после многих поколений, представителей клана Цинь становилось все меньше и меньше. В отличие от клана Е, который становился все более процветающим и развитым. Он повлиял на мир культиваторов так много, что все знали, что в горах Цинье располагался клан Е, в то время как про клан Цинь стали забывать. Монах Золотого Света на самом деле он был единственным мужчиной из клана Цинь, и его способности были странными и небольшими. Он принципиально не мог бы добиться стадии заложения фундамента. Из-за его способности, большой разницы в силе между 2 кланами, и того факта, что их отношения были уже не так крепки, клан Е решил приобрести несколько сокровищ клана Цинь. Кроме приказа о бессмертном Вознесении, они хотели обладать большинством сокровищ, хотя талантов культивирования у монаха Золотого Света не хватало, и его умение читать язык тела был довольно-таки неплох. Он был труслив и, узнав о планах клана Е, карлик уже убежал, прихватив небольшой меч-талисман и приказ о бессмертном Вознесении. Что касается остальных сокровищ, так как они были спрятаны, ему с грустью пришлось отказаться от них в пользу клана Е. В результате, монах Золотого Света был в бегах более 10 лет и жил в уединении в каком-то даосском храме глубоко в пустыне. Он полагался на свою мелкую магическую силу, чтобы воровать воду и пищу, и стал свободным и раскрепощенным. После определенного периода времени он решил использовать приказ о бессмертном Вознесении, но это решение постепенно ослабевало.
Он пришел к выводу, что даже если он возьмет на себя гранулы заложения фундамента, он не смог бы добиться успеха. Поскольку это так, нет необходимости идти к большим сектам культиваторов, как простой ученик, и страдать. Так, после нападения на секту Семи Тайн, Хань Ли приобрел приказ о бессмертном вознесении. Глава 142. Нападение с целью убийства. Хань Ли был в полном неведении о ситуации в клане Цинь. Однако это не помешало его радости. Пока он взволнованно ходил по комнате, он беспрестанно возился с приказом о бессмертном вознесении в руках. Кроме того, чем больше он смотрел на этот командный медальон, тем более приятным он становился. Спустя время, которое потребовалось бы, чтобы сжечь палочку ладана, Хань Ли успокоил волнение в своем сердце. Он стал думать о планах на будущее и возможности путешествия в долину Желтого Клена, чтобы официально стать учеником мастера. После беспокойной для Хань Ли ночи, большая южная встреча, наконец, подошла к концу. С начала утра второго дня многие культиваторы уже начали покидать долину. В долине оставалось уже меньше половины людей. Во второй половине дня несколько старших экспертов появилось на площади. После того, как они сказали несколько ободряющих слов похвалы, они объявили формальное окончание Великой Южной встречи. Мастер Цинь Янь также был одним из этих экспертов. Вдруг в группах по 3 или 4 человека, как дикие гуси, оставшиеся культиваторы взлетели в небо. В этот момент даосский священник Цин Вэнь и другие пошли искать Хань Ли, приглашая его отправиться с ними еще раз. После минутного молчания Хань Ли отклонил их приглашение, сильно разозлив Ву Цзючжи и братьев Мо. Даже даосский священник Цин Вэнь немного расстроился. Так как брат Хань не желает путешествовать с нами, Цин Вэнь не будет вас заставлять. Берегите себя на вашем пути, брат. После вздоха Цин Вэнь произнес сожалеющим тоном. Затем он похлопал по плечу Хань Ли и ушел в долину с другими. Хань Ли не обнаружил, что когда священник похлопал его по плечу, немного бесцветного и бесформенного высокодисперсного порошка с манжет Цин Вэнь попали на одежду Хань Ли. Кроме того, место, покрытое пылью, было немного необычно, но ничего не было видно. Когда Ву Цзючжи и компания покинули густой туман долины, даосский священник Цин Вэнь отстал от них на какое-то время и воспользовался невнимательностью нескольких человек, разоблачив свою зловещую внешность. Он вдруг поднял свою манжету и направил поток пламени к небу. Он скрылся в кустах на обочине. Затем его лицо приняло свой нормальный и строгий вид, как будто действие секунду назад и не происходило. Хань Ли не совсем понял, что даосский священник Цин Вэнь сделал, но из-за его постоянной привычки быть осторожным, он не сразу покинул Великую Южную долину, а прождал ночь внутри. Когда наступило раннее утро с росой, он незаметно выскользнул из долины таким образом, что даже боги и духа не могли его увидеть. После того, как он покинул Большую Южную долину, Хань Ли определил направление. Он использовал технику гравитационного полета и слегка стукнул ногой по земле, взлетев. Его одежда развевалась. Недолго после того, как он покинул долину, 2 человека торопливо бросились за ним. Перед ними был зеленый светящийся шар размером с большой палец, определяющий их путь. После того, как они обратились туда, где Хань Ли был всего мгновение назад, они следовали в направлении, в котором Хань Ли улетел. Эти двое точно следовали указаниям зеленого света. Хань Ли не останавливался на пути, даже не отдыхал после того, как преодолел более 100 ли. Когда он прибыл на небольшой холм, он остановился, чтобы присесть и немного поесть и восстановить истощенный организм и магическую силу. Хань Ли не знал, что из-за его действий, не следующих общепринятым соглашениям, 2 преследователей бесконечно его ругали. В этом нет ничего удивительного. Они отправились на преследование до начала дня. Они не видели тело Хань Ли и, наверное, потеряли его. Их первоначальные планы поставить ловушку и напасть на него внезапно провалились, они очень злились на Хань Ли из-за того, что им пришлось преодолеть более 100 ли, наглотавшись пыли. Они так устали, они могли упасть. В конце концов, эти 2 были культиваторами в течение длительного времени и привыкли жить, как князья. Они не привыкли преодолевать такие большие расстояния. Неизвестно, сколько времени прошло с момента, как Хань Ли сел, скрестив ноги у холма и закрыл глаза, не шевелясь. Казалось, он вошел в состояние самоотречённости.
Помимо звуков холма и дикой природы, он не слышал ничего. Именно в этот момент земля неподалеку от Ханьли разверзлась и возникли лучи белого света. Неподвижный Ханьли внезапно открыл глаза и увидел холодный свет. Его тело вдруг взлетело в воздух, и он легко приземлился обеими ногами в пространство в стороне. Пу-пу. Белые огни, естественно, пропустили свою цель. Этот сверкающий белый свет, планировавший ударить Ханьли, был острым, как ледяные иглы. Когда Ханьли увидел это, выражение его лица помрачнело. Он протянул правую руку и расправил свои 5 пальцев. После взрывных звуков появилось 5 маленьких огненных шаров в его руках. Эти огненные шары, по сравнению с техникой огненного шара, были более чем в половину меньше. Ваша уважаемая личность сейчас испробует эти огненные шары. Ханьли кричал, глядя на место, откуда появились ледяные иглы. Затем он слегка согнул пальцы и вдруг расправил их. 5 огненных шаров полетели в одну линию. Когда шары должны были коснуться пола, желто одетый мужчина внезапно появился. Затем мужчина вспыхнул, и его изображение появилось в другом месте. Он избежал атаки. Бэнг. Огненные шары Ханьли взорвались и выпустили пузыри горячего воздуха. Некоторые из мест подверглись плавлению от высокой температуры, в результате чего человек, который избежал смерти, судорожно вспотел. На этот раз Ханьли не обратил внимания на отверстие, но достаточно твердо смотрел на желтоодетого человека, который появился. Это был стройный мужчина 30 лет с хитрым лицом. «Зачем нападаешь?» — холодно спросил Ханьли. Когда желтоодетый человек услышал это, он закатил глаза. Он зловеще засмеялся и сказал: «Узнаешь в следующей жизни». Вскоре после этого он вдруг закричал холодным голосом: «Иди». Ханьли был потрясен. Как только он начал движение, он услышал 2 небольших звука в земле под ним. Затем 2 большие руки, мерцающие желтым сиянием, выросли из земли и, как молния, крепко схватили ноги Ханьли. Словно его сковали стальными цепями, Ханьли не мог двинуться ни на шаг. «Брат, это твоя смерть. Ваши ноги не могут двигаться. Давайте посмотрим, как вы будете изворачиваться от моей ледяной техники». Желто одетый человек гордо сказал со злой улыбкой. Он поднял 2 руки в сторону Ханьли и начал бормотать. Как следствие, холодный воздух в передней части его руки постепенно конденсировался в кристаллы белого цвета, со временем принимающие форму острых ледяных игл. Ханьли сильно побледнел. Его руки прижались к талии. Раздался слабый звон колоколов, и блеснул холодный свет. Он вынул блестящий длинный меч и, не задумываясь, разрубил цепи. Ляск. Меч ударил ледяные иглы. Но желтые большие руки были невредимыми, Ханьли был встревожен и зол. Когда он решил сделать еще одну попытку, желто одетый мужчина напротив него дико рассмеялся. «Ха-ха! Умри, отродье!» Сердце Ханьли дрогнуло, но он сразу же поднял голову. Он увидел 20 острых ледяных игл, которые неслись в его сторону, и у него не было возможности увернуться. Лицо Ханьли стало мертвенно-белым. Он сделал глубокий вдох и прикусил губу. Не двигаясь, его тело причудливо изгибалось влево и вправо. Большая часть ледяных игл неожиданно увернулась от его движений. Только правое плечо и левую нога казались неспособными избежать их и были пробиты ледяными иглами. В одно мгновение кровь из раны просочилась сквозь его одежду. Па! Ханьли отбросил длинный меч. Приложив все пальцы к ране, он мгновенно приостановил смертельное кровотечение. Тогда изначально веселый желтоодетый мужчина широко раскрыл глаза, не веря тому, что он только что увидел. Лицо Ханьли потемнело. Он использовал немыслимую силу. Произошел взрыв у его ног, его тело вдруг сжалось в шар, при всем этом он оставался живым. Его ноги были словно скользкие рыбы, выскальзывающие из жесткой хватки этих 2 больших рук. Затем он выстрелил в воздух и приземлился более чем в 10 чжан вдали, холодно смотря на большие руки. Невозможно. Как его ноги выскользнули из рук моей техники невероятной прочности? Проговорил приглушенный, сердитый и встревоженный голос. Затем 2 руки медленно вышли из земли, показывая силуэт, сияющий сильным желтым светом.
Глава 143. Обезглавливание. Большой человек, только что вышедший из земли, и желто одетый мужчина начали гоняться за Ханли. Пока они гнались за ним, они боялись, что Ханли снова убежит далеко. Восстановив немного магической силы, они сразу планировали свою следующую атаку. На этот раз Ханли почувствовал обжигающую боль в раненом бедре. Казалось, что его движения ухудшили состояние его травмы. Однако сейчас было не время думать об этой проблеме. Большой человек, который спрятался в землю минуту назад, достал длинную саблю, покрытую черной ци, и яростно двинулся в сторону Ханли. Когда Ханли увидел фигуры своих оппонентов, он отметил, что, хотя они были довольно быстры, их движения были вялыми. Было ясно, эти люди полагались только на магические приемы. Он не мог не обрадоваться этому. Следует знать, что странные и быстрые движения Ханли мешали им его догнать. С этой мыслью Ханли не обратил внимания на большого властного человека и остановил свое внимание на желто одетом человеке, в руках у того возникли темно-зеленые шары. Он направил их в сторону Ханли, казалось, желая испробовать магическую технику. «Как ты думаешь, на что ты смотришь? Умри!» Большой человек оказался рядом с Ханли, весь светящийся желтым светом. Он поднял демонический длинный меч и направил его в сторону Ханли. Ханли фыркнул. Его тело мелькнуло, оказавшись вне пределов досягаемости меча. «Вы были одурачены, мальчик!» Большой человек дико захохотал. Черный свет от длинной сабли в руке полыхнул и превратился в длинные черные веревки. Как длинные змеи, он внимательно следили за Ханли, не позволяя ему уйти. Ханли вздрогнул и как-то странно себя почувствовал. Одно мгновение он был слева, потом справа, то спереди, то сзади, как будто было несколько Ханли, окружающих большого человека. Когда великан увидел это, он сильно испугался. Впрочем, он тут же защитил свое тело техникой броня земли и больше не обращал никакого внимания на Ханли. Вместо этого он спешно двинул свои гибкие черные веревки и сделал все от него зависящее, чтобы преследовать истинное тело Ханли. Пенг-пенг. Ханли пронесся мимо большого человека. В это мгновение он яростно стрелял огненными шарами в крупного мужчину. Когда они попадали в его тело, желтый свет дрожал мгновение. К сожалению, он восстанавливался сразу же. Как может эта скудная техника огненного шара прорвать оборонительную технику? Лицо большого человека было диким, и движения его рук стали еще более быстрыми, движения черной веревки ничуть не ослаблялись. Ханли чувствовал себя немного тревожно. Хотя большой человек с черной веревкой был несколько медленнее, чем он не смог с ней справиться. Он не осмеливался замедлить движение тела, иначе он был уверен, что будет пойманным. Хотя он не знал, какая магия заключалась в черной веревке, это было довольно сложно. Однако, он не осмелится позволить ей обвиться вокруг него. Он деловито взглянул на желто одетого мужчину и увидел, что выражение его лица было торжественным. Магия шаров в руке начали выпускать скрытый синий свет. Неизвестно было, что это такое исходит изнутри. Так не пойдет. Если это продолжится, я не смогу выжить. Если я не осмелюсь рискнуть, я умру. Ханли подумал, увидев отчаянные обстоятельства. В результате Ханли поспешил вынуть талисман-хранитель, который он получил от монаха Золотого Света. Этот талисман-хранитель был типом талисманной техники. Его заклинание было давно приобретено у буддийского монаха Кусенг. Теперь он наконец-то использовал его. Ханли тихо повторял заклинание. Так как он двигался, оно звучало несколько странно. Тем не менее, золотые символы талисмана начали светлеть. Когда золотые письмена полностью сияли, Ханли внезапно хлопнул талисман о свое тело. Золотой свет внезапно появился и создал золотой барьер. Однако его тело вдруг стало медленнее, и черная цепь настигла его и обвелась вокруг него. Использование талисмана-хранителя вызвало замедление движения. Ханли уже проверил это и был хорошо осведомлен. Хотя черные веревки обвились вокруг него несколько раз, он был закрыт золотым светом и не паниковал. Он знал, что его авантюра была правильной, так как золотой барьер защищал его от нападения магического инструмента. Когда великан увидел это, он издал низкий рык. Он пошел вперед большими шагами, со ослепительно-желтым светом в кулаках. Они, казалось, создавались неизвестным методом культивирования.
Усвоив урок из прошлого, Хань Ли не подпустил крупного мужчину поближе. Он вдруг пригнулся и прижал обе руки к полу. Затем он пробормотал заклинание, и его руки слегка окутал желтый свет. Когда великан увидел это, он слегка вздрогнул и поспешно остановился. Однако было уже слишком поздно. Пол под ним превратился в мягкий песок, в результате чего его ноги провалились под землю. Удар. Хань Ли услышал резкий голос. Сердце Хань Ли упало, когда он посмотрел в сторону желто-одетого человека. Хань Ли увидел 7-8 черных шаров размером с куриные яйца, направляющихся прямо к нему. Лицо Хань Ли скривилось, и желтый свет в руках исчез. Затем он взял деревянный ящик из-за пазухи. В это время несколько сфер были уже перед ним и безжалостно колотились о барьер Хань Ли. Барьер деформировался, как будто он мог порваться в любой момент. Хань Ли не замечал этого и сел, скрестив ноги, поставив деревянный ящик на колени. Затем он прочитал заклинание. Пенг-пенг. Сферы беспрестанно жестко бились о золотой барьер, и золотой свет постепенно тускнел. Казалось, этот барьер сломается и Хань Ли умрет. На этот раз Хань Ли заорал «Встать!». От этих слов выстрел возник из деревянной коробки. Этот луч света напоминал дракона, который появился из воды. Он пролетел несколько кругов во всех направлениях и уничтожил все сферы одна за другой, как если бы они были его заклятыми врагами, превращая их в пыль. Талисман-сокровище. Желто одетый мужчина громко кричал, как будто он видел призрака. Когда Хань Ли услышал это, его сердце дрогнуло. Однако он не думал об этом дальше, так как большой человек уже вырвался из западни. Однако, увидев серый меч Хань Ли, его лицо стало мертвенно-белым. Он не только передумал направляться в сторону Хань Ли, но он и повернулся и дико побежал обратно. Подумав, что на этот раз Хань Ли решил их убить. Как он мог позволить этим людям уйти? Он указал на крупного человека, и световой меч сразу яростно его преследовал. Он обвился вокруг большой мужской шеи, и он легко упал на землю. Как будто желтого света, защищающего его тело, не существовало. Когда желто одетый мужчина увидел это, он решился остаться на месте. Он достал талисман и прислонил его к телу, заставив его создать пары больших желтых крыльев. Он слегка взмахнул ими и взмыл прочь, летя очень далеко. Хань Ли повелел световому мечу преследовать желто одетого человека. Желто одетый человек полетел еще быстрее, и серый свет смог обогнать его лишь на некоторое время. Хань Ли чувствовала себя немного тревожно, и его сердце ожесточилось. Затем он использовал все магические силы без остатка. Серый меч вдруг резко ускорился, пронзив грудь желто одетого мужчины, и основательно принес мир в сердце Хань Ли. Желто одетый мужчина вскрикнул и упал с воздуха. Хань Ли бросился к человеку, надеясь захватить его живым и тщательно допросить. К сожалению, когда Хань Ли прибыл на место крушения, желто одетый человек был мертв. Он просто разбился насмерть, что очень расстроило Хань Ли. Поскольку в живых никого не осталось, он решил осмотреть тело, надеясь найти какие-либо полезные подсказки. После того, как Хань Ли грубо разворовал все вещи на телах двух мужчин, он не нашел совершенно ничего. Но он все равно разбогател. У этих людей было 50 низкосортных духовных камней, а также несколько талисманов и магических инструментов. Хань Ли был несколько озадачен. Он не знал, имели ли эти двое что-то общее с изгоями-культиваторами. Однако, он не решался оставаться здесь слишком долго. После того, как он выпил несколько таблеток, он продолжил свой путь. Глава 144. Споры о таблетке заложения фундамента. Провинция Цзянь, расположенная на севере государства Юэ, занимала второе место среди 13 провинций. Ее земля состоит из многочисленных возвышенностей, и ее население невелико. С ней граничит государство Юаньву. Гора Тайюэ была расположена в западной части провинции и простиралась на несколько тысяч ли. Кроме того, в пустынном горном лесу обитали всевозможные звери и хищные птицы. А дровосеки и охотники даже начали распускать слухи, что видели бессмертных и монстров. Эти слухи создали таинственную атмосферу этого места.
Естественно, обычный человек бы не смог предположить, что уже несколько тысяч лет в центре этого горного хребта находился дом одной из 7 великих сект культиваторов, долина Желтого Клена. Эта горная цепь, казалось, ничем не отличалась от других горных хребтов, гребни были крутыми, а лес был пышным. Однако он полностью был иллюзией. Под образованием были бесчисленные башни и залы, которые были построены долгое время назад. Были даже культиваторы, деловито невысоко летающие на верхней части листообразной педали магических инструментов. Нынешнему мастеру секты долины Желтого Клена Чжун Линда было уже 100 лет. Однако он все еще не выглядел стро, у него было только 3 длинные пряди волос на лице, состоящие из усов и бороды. Он был культиватором стадии заложения фундамента со спокойным, естественным нравом и был искусен в организации. Внутри секты его авторитет был высок. Старейшины секты и его коллеги-ученики были в нем очень уверены. Однако, этот всегда спокойный, полностью уверенный в себе мастер Чжун в настоящее время напряженно сидел во главе стола главного зала. Он несколько беспомощно наблюдал оживленным спором перед ним между мужчиной средних лет и старейшиной. В большом зале было более 10 других культиваторов с каждой стороны, каждый с разным выражением. Это были стюарды долины Желтого Клена. Старший боевой брат Мурон. Очевидно, что несколько месяцев назад мы уже всем раздали гранулы заложения фундамента. Однако гранула моего внучатого племянника была отдана изгою-культиватору. Это возмутительно. Старик крикнул с яростью в направлении ученого среднего возраста. Это было поистине удивительно. Этот старик был, несомненно, намного старше среднего возраста человек, но к нему по-прежнему обращались как к старшему боевому брату. Младший боевой брат Е — это не было случайностью. Впервые за несколько сотен лет кто-то вступил в секту с помощью приказа о бессмертном вознесении. Как мы можем игнорировать это? Мы должны были дать этому человеку гранулу заложения фундамента. Немолодой ученый спокойно сказал с неизменным выражением лица. Однако, этот человек не просто человек из клана культиваторов или просто изгой-культиватор. Мы все еще должны давать ему таблетки при таких обстоятельствах. Как я вижу, достаточно просто позволить ему войти в секту. Он и это будет считать большой удачей. Старик спорил с побагровевшим лицом. Младший боевой брат, эти слова не должны звучать. Откуда ты знаешь, что его предки не были из клана культиваторов? Возможно, его клан просто отказался от него, а затем он стал изгоем-культиватором. Более того, кто может гарантировать, что его собственный клан не ослабеет с годами? Возможно, однажды, младший брат клана Е, вы окажетесь в такой же ситуации. Когда наступит момент, когда будущее поколение клана Е принесет приказ о бессмертном вознесении, не даст ли им наша секта долины Желтого Клена гранулу заложения фундамента и лишь только примет в секту? Если младший боевой брат осмелится поклясться, что не будет против такого исхода, я, Мурон Шань, развернусь и покину стадию заложения фундамента. Слова мужчины средних лет заставили старика побледнеть и оставили его в оцепенении. Как мог старик осмелиться поклясться в этом? Даже если бы он поклянется, что он будет только стоять в стороне и оставит этот вопрос. Кто знает, каким будет следующий шаг? Однако, почему гранула именно моего внучатого племянника отдана? Что насчет этого? Старик неуверенно. Вы должны спросить это у вашего младшего внучатого племянника. При испытании его результаты были самыми слабыми. Пожилой человек покачал головой с сожалением. Смотря на человека напротив, у старика заныли зубы от ненависти. Однако он ничего не мог сделать с этим. С большой решимостью он продолжил. Уровень моего внучатого племянника действительно немного слаб, но он не последний в рейтинге тех, кто еще не получил гранулы заложения фундамента. После него же еще двое. Младший брат прав, есть 2 других, которые были протестированы и занимают более низкое положение, чем ваш внучатый племянник. Однако обстоятельства этих 2 по-настоящему необычны. Они имеют претензии к внучатому племяннику боевого брата. Мужчина средних лет говорил с жалостью. Что тут необычного? Если вы не дадите мне убедительную причину, я продолжу спорить. Старик нервничал и выпустил жестокие слова. Эти 2 человека по-настоящему необычны. Что касается оснований, младший боевой брат не должен спрашивать, я могу дать вам объяснение.
Чжун Линда, увидев гнев старика, потупился и ответил. Увидев, что Чжун Линда говорит с ожесточением, сердце старика задрожало от страха. Он знал только то, что во время испытания за его внучатым племянником следовали еще двое. А кто он по-настоящему не знает. Это оставило его в возмущении и недовольстве. Может, действительно произошло что-то, что заставило даже самого строгого и беспристрастного мастера секты встать на их сторону. Чжун Линда махнул рукой. Затем он вдохнул и сказал: «Младший боевой брат, вы, я боюсь, на этот раз действительно многого не знаете о вашем внучатом племяннике. Эти двое, один из них — единственный потомок Хунфу от светского мира. Поэтому, хотя девушка изначально не отвечала требованиям стандартов, я ее выбрал, чтобы внести в список тех, кто получит гранулу заложения фундамента. Конечно, младший боевой ученик не хочет забрать у этого человека гранулу заложения фундамента». Тот сразу наполнился страхом и трепетом. Поскольку она является потомком Хунфу, это естественно, так заботиться о ней. Старик говорил с бледным лицом. Увидев выражение лица старика, великий мастер секты Чжун не был удивлен. В конце концов, она была единственной женщиной-потомком Хунфу, одного из основных экспертов долины Желтого Клена, нрав которого был известен всем. И если бы он действительно лишил молодую девушку гранулы заложения фундамента, старик бы не смог спокойно жить до конца своих дней. А другой? Старик все еще был не удовлетворен ответом. Хотя он знал, что этот оставшийся человек наверняка имел достаточно оснований, он спросил, надеясь на случайность. Что касается другого, его тело обладает странным элементом ветра. Это достаточное оправдание. Чжун Линда неторопливо ответил, наматывая на пальцы длинную бороду. Когда старик услышал это, он молчал. В правилах секты долины Желтого Клена была статья, где указывалось, небесные корни и необычные духовные корни сразу принимаются в заложение фундамента. Он ничего не мог ответить. Однако, хотя его внучатый племянник не был его внуком по крови, с тех пор, как он вступил в секту, он нежно присматривал за ним. Он был для него даже более близким, чем его собственные внуки. Как он мог иметь сказать ему, что его решение о принятии в стадию заложения фундамента было отменено? Тогда мой внучатый племянник действительно безнадежен. Известно, что если ему придется ждать еще 10 лет, он может пропустить оптимальный срок для вступления в стадию заложения фундамента навсегда. Слова старика были несколько мрачными, смутили всех присутствующих. Младший боевой брат, это не действительно так. Несколько мрачный, унылый старик с орлиным носом стоял и утешал старика что. У старшего боевого брата Ву имеется способ. Когда старик услышал это, он был потрясен. Внутри секты, это старший брат Ву был хорошо известен как очень находчивый человек. Возможно, действительно был способ, старик Ву слегка улыбнулся и не ответил. Вместо этого он обратился к Чжун Линда и поприветствовал его, прося его ясным голосом: «Могу я спросить мастера секты, каковы были свойства духовных корней человека, который принес приказ о бессмертном вознесении? Вы его проверяли? Каков же его уровень? Кажется, не особо хороший. Брат Ван, вы лично проверяли его. Почему бы тебе не сказать нам?» Чжун Линда спросил кого-то слева. «Да, старший боевой брат». Средних лет, одетый в светло-зеленые одежды мужчина стоял и равнодушно произнес: «Этот человек не старый. Ему 18 или 19 лет. Он достиг 9-го уровня культивации. Его духовные корни — это 4 элемента, за исключением металла. Они могут быть классифицированы как ложные духовные корни. В целом, у этого человека способности находятся в самом низу. Однако он усердно тренировался, иначе как бы еще он мог добраться до нынешнего уровня? Если бы ему не повезло, он бы поднял свою технику до 11-го или 12-го уровня, оставшись неспособным войти в стадию заложения фундамента. Даже если он примет гранулу заложения фундамента, его шансы составляют только 1%. Хорошо. Старик Ву подождал, когда младший брат Ван говорил громко, начал говорить. Что значит «хорошо»? Старик не могли не спросить. Остальные посмотрели на старика, прозванного Ву с сомнительными взглядами. Только Чжун Линда морщил лоб. Могу ли я спросить мастера секта, если человек, который пришел, откажется от гранулы заложения фундамента, будет ли это рассматриваться как нарушение обещания? Старик Ву спросил. Конечно.
Однако никому не позволено применять угрозы или силу, чтобы сделать это. В противном случае наша репутация долины Желтого Клена будет разрушена. Мастер секты Чжун тихо и торжественно сказал. Хе-хе. Мастер секты, пожалуйста, не переживайте. Старик Ву слегка улыбнулся, а затем повернул голову в сторону старика Е, сказав: «Младший боевой брат Е, вы не возражаете потратить несколько объектов, чтобы купить гранулу заложения фундамента, не так ли? Это должно быть известно, что с такими скромными способностями вероятность вступить в стадию заложения фундамента ничтожно мала. Это просто отлично. Он может отказаться от гранулы заложения фундамента, чтобы получить что-то гораздо более практичное». Старик Ву очень уверенно сказал. Глава 145. Неожиданный гость. Правильно. Старший боевой брат Ву предложил действительно хорошую идею. Глаза старика Е сияли от волнения. Затем он повернул голову на Чжун Линда и выжидательно спросил: «Мастер, я могу увидеть самого хозяина приказа о бессмертном вознесении? Я хочу заключить с ним сделку и обменяться чем-то на гранулу заложения фундамента». Когда Чжун Линда услышал это, он что-то бормотал, прежде чем нерешительно кивнуть. Вместе с тем, он напомнил старику, что тот не должен переступать границы, пока младший боевой брат Ван не увидит незваного гостя. Старик и младший боевой брат Ван вышли из главного зала. Наступив на листовидный магический инструмент, они сразу взмыли в небо к гостинице долины Желтого Клена. В комнате гостиницы долины Желтого Клена юноша лежал на кровати, глядя на крышу и погрузившись в размышления. Это был Хань Ли, который последовал за ними в долину Желтого Клена после завершения встречи Великого Бессмертного Вознесения. После того, как Хань Ли убил 2 культиваторов, которые напали на него, больше не встретив на своем пути врагов, он поспешил к какому-то скрытому горному пику для участия в Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения, которая должна была вскоре состояться, и сравнение увиденного с тем, что описал Ху Пингу. После смертельных поединков, с окончанием каждого финального этапа, наконец, появлялись представители 7 великих сект. Представителем долины Желтого Клена был младший боевой брат Ван. Увидев представителя долины Желтого Клена и небольших раздумий, он все-таки решил рискнуть и передал приказ бессмертного восхождения этому человеку, что очень испугало представителя. Представитель сразу заявил, что он может принять Хань Ли в секту. Что касается приказа о бессмертном вознесении, решение зависит от хозяина секты. Ведь получение этого приказа было вопросом 4-5 сотен лет назад. Хань Ли, естественно, не возражал, иначе ему пришлось бы искать вход в долину Желтого Клена самому. Это было бы слишком утомительно для него. Другие культиваторы взглянули на Хань Ли со взглядами, полными изумления. Он сидел на огромном лодкообразном магическом инструменте с 10 победителями турнира и представителем Ван. Когда он вернулся в долину Желтого Клена, его привезли сюда, чтобы ждать ответа. Что касается остальных 10, они разошлись. Было неизвестно, куда они ушли. Хань Ли ждал 3-4 дня и не выходил из своей комнаты. Кроме 11-12-летнего мальчика-прислуги, который каждый день по расписанию доставлял ему пищу, не видел никого. Не то чтобы Хань Ли на самом деле был послушным и искренним, но представитель Ван, испытав его духовный корень, сразу сказал ему, что поскольку он еще не был учеником долины Желтого Клена, его комната будет очень скромной. На данный момент он не мог покинуть помещение. Выслушав представителя Ван, Хань Ли, естественно, не хотел себя позорить. Кроме того, его настроение ухудшилось, когда он подумал, что произойдет после того, как станет известно, что он обладал 4 ложными духовными корнями. Хотя Хань Ли уже знал, что его собственные способности культивирования были довольно слабы, услышав это, он был печальным и подавленным в течение всего дня. Казалось, что если он пожелает продолжать свой путь самосовершенствования, ему придется полагаться на внешние силы, таблетки и все такое. Однако, после того, как он вознесся на 9 уровень стиля Вечной Весны, он почувствовал, что эффективность гранул Желтого Дракона и гранул Золотой Сущности значительно уменьшается. Они не помогали ему так сильно, как раньше. Казалось, он должен найти нескольких других духовных рецептов и состряпать какие-то таблетки, лекарства, пригодные для его культивации. Пока Хань Ли был погружен в мысли, раздались шаги из-за двери. Кроме того,
это был звук ни одного человека. Хань Ли встревожился. Казалось, что после страданий в течение нескольких дней он, наконец, получит долгожданную информацию. «Юный друг, вы уже привыкли к жизни здесь». Дверь комнаты тихо открылась, и голос представителя Ван произнес. Этот человек вошел в комнату, затем вошел старик. «Здравствуй, бессмертный Ван». Хань Ли сразу же вскочил с кровати и почтительно приветствовал его. Он прекрасно понимал, что никто не будет хаять дополнительную вежливость. Это принесет только пользу. Это. Хань Ли взглянул на старика и спросил озадаченно. Это мой старший боевой брат Е. Брат Ван улыбнулся, а потом пояснил. Е? Хань Ли был поражен. Может быть, дело в том, что приказ после убийства монаха Золотого Света был выявлен. Это был член клана, который искал его. Однако, хотя этот старик не слишком хорошо выглядел, он не имел гневного вида. Казалось, у него какие-то таинственные причины. Хань Ли почувствовал тревогу, хотя это не отразилось и в малейшей степени на его лице. С таким же почтительным тоном он сказал: «Так это был бессмертный Е». Старик пронзил взглядом Хань Ли. Как мог Хань Ли выглядеть и чувствовать себя так ужасно и необычно? Он уже не был уверен в правильности решения сюда приехать. В результате, когда старейшина услышал приветствие Хань Ли, он сделал любезное лицо и улыбнулся, сказав «хе-хе». Юный друг Хань не должен быть чрезмерно вежливым. Поскольку юный друг Хань прибыл в нашу долину Желтого Клена с приказом о бессмертном вознесении, юный друг уже ученик секты. Называйте меня боевым дядей, не считайте себя изгоем. После того, как Хань Ли услышал слова старика, его сердце просветлело. Однако его ум был все еще несколько сомневался. С другой стороны, он говорил так вежливо и, кажется, не имел ничего против него. Хотя, не слишком ли много вежливости? Как он мог сказать ему не чувствовать себя изгоем? Хань Ли был в недоумении. Юный друг Хань, старший боевой брат Е, не ошибся. Нынешний мастер секты уже согласился разрешить юному другу стать учеником секты. Кроме того, гранула заложения фундамента уже подготовлена для юного друга. Брат Е сказал с легкой улыбкой. Действительно. Всегда уравновешенный и спокойный Хань Ли, услышав эти слова, он не мог не разволноваться. Ему хотелось танцевать от радости. Видя реакцию Хань Ли, младший боевой брат Ван улыбнулся. Он не очень удивился, казалось, он уже предвидел реакцию Хань Ли. «Брат Ван, я хочу поговорить только с боевым племянником Хань. Не могли бы вы выйти на минутку?» Старик стал нетерпелив и, наконец, сказал то, что он хотел с тех пор, как он вошел в комнату. Конечно, младший боевой брат вернется в секту первым. Когда старший боевой брат и боевой племянник Хан договорятся, возвращайтесь вместе. Брат Ван внутренне вздохнул. Кинув на Хань Ли слабый взгляд, он покинул комнату. На данный момент только двое остались в комнате, старик Е и Хань Ли. Хань Ли был ошеломлен тем, что произошло. Как мог Ван просто уйти? Тот, кто остался вместе с ним, человек, называющий себя боевой дядя, должен поговорить с ним. Хотя он не знал этого старшего боевого брата Е, у Хань Ли было плохое предчувствие. Старик увидел, что Хань Ли сомневался, но ему было все равно. Он был убежден, что вещи, которые он мог бы предложить, заставят этого неопытного юношу плавно завершить сделку. Боевой племянник Хань, боевой дядя, прямолинейный человек, поэтому я не буду ходить вокруг да около и открыто это скажу. У меня дело по поводу гранулы заложения фундамента. Я хотел бы купить ее у боевого племянника. Что боевой племянник думает об этом? Старик попал прямо в точку. Он на самом деле хочет купить мою гранулу заложения фундамента. Он не ослышался. Как он мог продать ее кому-нибудь другому? Когда Хань Ли услышал это, он был шокирован. Однако вскоре после этого цвет его лица сильно изменился и стал неприятным. Боевой племянник Хань, не стесняйтесь. Я буду предлагать обмен на гранулу заложения фундамента. 7 или 8 духовных камней среднего класса, несколько элементарных средних и высоких духовных талисманов и несколько видов первоклассных магических инструментов. Боевой дядя может принести еще больше вещей. Если это не подойдет, боевой дядя еще имеет несколько магических таблеток развития силы.
Хотя они не могут сравниться с таблеткой заложения фундамента, они очень сильные. Старик поспешно пояснил, видя изменения в лице Ханьли. После того, как Ханьли услышал эти слова, он немного расслабился. Он слышал искренность в словах собеседника. Казалось, этот боевой дядя не имел никакого намерения резко и безосновательно пытаться его ограбить. Действительно, он на самом деле хотел купить его гранулу заложения фундамента.